В каком-то плане это тоже есть, это похоже и на прыжки, и на бейсджампинг. Ну вот так и живем. Ну, хороший полет, то есть достаточно хорошо держались. Если открывается, и там, допустим, переплетение строп, то есть, в принципе, это достаточно часто бывает, но обычно ты можешь пинать и как бы из него выкручиваться. Но если это не получается, допустим, если он пошел в сторону, ты начинаешь вокруг него вращаться, то ты очень быстро теряешь высоту. Так, еще раз, куда лететь? Да? Окей. Давай. 3, 2, 1, see you. Я Андрей Маринич, по образованию математик, по профессии я программист. Вот, с недавнего времени я ушел с работы, избавился от всех вещей, и главное мое хобби – парашютный спорт. То есть сейчас это новый стиль жизни, и я путешествую, прыгаю с парашютом, прыгаю бейс, летаю спидфлай, я пилот. Вот, ну и просто как бы смотрю новые страны, открываю себя, открываю мир. Да, доброе утро. Вот палаточный городок. Сюда здесь очень удобно, очень близко. Прямо с видом на самолеты и на погоду. Если утром дождь, облака, знаешь, можно дальше спать и не торопиться. Вот. Теперь в ангар. Записываться на сегодняшний... Там надо расписаться, что сегодня прыжки к доктору. Вот. Умыться, сделать кофе, позавтракать. Да, у нас каждый день сбор в 9, вот здесь. То есть ты, допустим, заранее там проснулся, поел, умылся. Вот. Тут начинается такой брифинг, то есть что мы сегодня делаем, кому что интересно. Смотрите, нам сейчас нужно распределиться по прыжку. Кто хочет сейчас идти в формации, то размер будем определять. Соответственно, в эту сторону. Право. Если хочет одиночный, то начинай здесь сюда. Ну, продолжая развиваться в парашютном спорте, вот, одно из направлений, которое действительно очень интересное и популярное, это вингсюты. Надо минимум 200 прыжков, потому что, ну, грубо говоря, ты прыгаешь в смирительной рубашке, у тебя любые движения, они очень сильно акцентируются крыльями. Вот, и начинаешь ты со студенческих вингов, то есть там маленькие крылышки, небольшой хвост, когда они не дают тебе очень сильных каких-то движений. И потом, когда ты осваиваешься, когда ты понимаешь баланс, когда ты начинаешь привыкать, как управлять, как летать, как разгоняться вперед, вверх, и вот, ты можешь переходить на продвинутые винги с большей поверхностью, то есть у тебя больше крылья, у тебя там может хвост добавляться, при этом любые движения, они гораздо сильнее влияют на твой полет, поэтому надо уже быть, надо больше опыта. Сегодня мы разделились на группы, вот, тоже, грубо говоря, по интересам. То есть часть, они делают переходы на спину, они делают более плавные переходы, синхронные переходы, то есть ты вот учишься уже там другие положения.
У нас утром, то есть большая формация, то есть народ тренируется, как летать опять вместе, а у нас индивидуальные, то есть мы в тройке летаем, переходы с живота на спину. То есть это именно как бы ты летишь с кем-то, поэтому он как ориентир. И я могу, когда я переворачиваюсь, я вижу, насколько я потерял высоту, чтобы у меня контролировалась скорость при этом, чтобы, как бы, ну, если я сам лечу, у меня нет никаких обычно визуальных подсказок. Вот, а тут будет гораздо, в общем, полезнее. 20 минут. Если чувствуешь переворот, то выходишь на спину. И, то есть, повторяем, пока у нас... Немножко вальнул отделение, поэтому мы были далеко в самом начале, я пока подходил. Вот, заняло какое-то время. И потом, когда втроем, немножко сложно, потому что Джулиан, который летал базой, вот, ему надо как бы либо на меня смотреть, либо на второго человека. И как-то у нас по уровням было, то есть такой более прыжок. Проснулись зато. То есть даже до того, как ты делаешь первый прыжок с парашютом, тебе кажется, что это что-то совершенно сумасшедшее, экстремальное и опасное. Вот ты вот там выпрыгиваешь из самолета в какую-то пропасть, и там адреналин, это какой-то бешеный воздух, это ветер. Вот. Потом, когда ты начинаешь делать первые прыжки, ты буквально получаешь лицензию, вот 20-30 прыжков, у тебя адреналин уходит, потому что ты привыкаешь к этому ощущению, ты осваиваешься немножко, ты понимаешь, вот как оно все работает, понимаешь, насколько оно безопасно, то есть не умом понимаешь, а именно вот просто начинаешь как бы чувствовать это. Вот, тебе открывается это совершенно с другой стороны, то есть ты понимаешь, что там очень много разных увлечений, очень разных дисциплин, то есть там можно прыгать, строить формации, там можно летать фрифлай, то есть там разные вот там головой вниз, вверх, там, и ты потихоньку учишься сперва ползать, да, потом учишься ходить, передвигаться, контролировать свое тело. Вот. Это какой-то совершенно другой мир с другой физикой. То есть ты там просто другое какое-то вот животное. И вот это представление, оно меняется. Ты постоянно доходишь до каких-то новых вот возможностей. И самое интересное в этом, это именно не сам факт, что ты вот там падаешь, да, а то, как меняется твое представление, как ты сам растешь вместе со всем этим миром, как ты в нем осваиваешься. Последние 3 года я путешествую сейчас постоянно, и очень много есть таких вот символических знаковых мест, с которых можно там начинать в каждой стране. И вот это нулевой километр. То есть через плечо надо кинуть монетку,
потом 3 раза повернуться. Причем я даже сделаю интереснее. Я закрою глаза и посмотрю, в каком направлении я, в общем, остановлюсь. Когда я начал путешествовать, изначально у меня были какие-то планы, то есть там посмотреть Азию, посмотреть Европу, какие-то даты, билеты, то есть разные страны. Вот. Но очень быстро оно переросло в какой-то гораздо более спонтанный образ жизни. Кинуть. Вот. Ну и пойдем, куда получилось. Просто я даю событиям развиваться, как они развиваются, и это становится максимально интересно, комфортно, вот, и действительно правильно, то есть ощущение такой правильности. Я первые полгода, когда начал, я достаточно так четко планировал, куда я поеду, сколько, то есть надо там на 2 недели в такую страну поехать, потом на вот это посмотреть. Но как-то очень быстро понимаешь, что любые планы, которые ты делаешь, они меняются, причем часто совершенно внезапно, спонтанно, ты встречаешь каких-то людей, которые куда-то едут, ты к ним присоединяешься, вот, и тут просто главное дать событиям развиваться, как они развиваются. Когда ты приезжаешь в новую страну, когда ты начинаешь там открывать для себя какой-то новый мир, да, у тебя всегда есть какая-то точка отсчета нулевая. Вот. Даже просто в прыжках, да, в самом начале я калибрую приборы на земле, чтобы они правильно показывали вот, там, высоту и другие данные. Когда там, где я нахожусь, всегда это относительно. В каждой стране у меня есть какой-то начальный набор стереотипов и представлений, да, от которых я потом развиваюсь в каких-то случайных направлениях и открываю для себя новый мир. Интереснее всего и прикольнее жить именно в моменте и как-то не планировать, не загадывать ничего наперед, потому что оно все происходит очень своевременно, и все происходит именно так, как оно должно, и тогда, когда оно должно. И просто вот. Да, ну что, а теперь прыгать. Погода. Так, ну, на самом деле, давай сейчас еще раз проговорим план полета. То есть вот мы стоим в этом самом рампе, да, здесь? Стоим, смотрим на рампу. Нет, вот. 17 взлет, готовность 20 минут, 17. Тренировки полетные, как в формациях, так и индивидуальная аэробатика, они примерно строятся по принципу, что один летит базой, то есть он летит как бы либо неподвижно, либо он делает какие-то маневры, да, медленные, и второй, либо он пытается повторять его положение, держать свой слот, свое место, свою скорость и под него подстраиваться, либо когда ты делаешь, допустим, переходы, ты по другому человеку можешь понять, насколько ты потерял высоту, насколько ты плавно это сделал, насколько ты это можешь контролировать направление при этом. То есть у тебя есть всегда ориентир, у тебя есть человек, который тебя снимет со стороны, и потом на видео ты можешь разобрать свои ошибки и дальше их исправить. Yeah, maybe do it like one step at a time, slow moves. So we can use you as a base then. Or you want to be above? No, he'll be the camera. Okay, so we'll be just the two of us, right? Да, ну вот это Ярна, то есть он один из самых вообще, может быть, известных крутых аэробатических вингсют-пилотов. И как раз вот, а это Антон, который тоже на курсе. Сейчас мы вдвоем будем друг относительно друга работать над переходами на спину и на живот. И такие вот, то есть чтобы это было плавно, чтобы это было контролируемо, без потери высоты и сохранения направления. Я раньше такого еще не делал, поэтому в любом случае будет весело.
That was awesome. Everybody knew about the break-off plan except you. Yeah. Красота. Ну вот так и живем. Ну, в этот раз я летел базой, то есть я старался лежать просто стабильно на спине, вот, а Василий по мне подходил, вот, ну, как бы достаточно активно и агрессивно, поэтому он немножко обгонял, проваливался, и, ну, что-то получилось, что-то, как бы не с первого раза, было полезно. Это именно вот какой-то другой, очень-очень большой, разнообразный мир. И как бы много всего интересного, и нету, я не вижу никакого повода этого. То есть когда я уже там освоился, да, вот, я не представляю свою жизнь без прыжков, и потом оно как бы развивается в разные стороны. То есть я там несколько лет назад я начал прыгать бейс. Вот тоже я там ездили, вот мы там по Европе, да, то есть сперва ты начинаешь там с моста прыгать, потом со скал, вот, потом со скал, значит, на вингсюте, вот, и дальше ты вот летишь там вдоль скалы, там над деревьями, и вот это вот. И то, что мы сейчас, кстати, делаем, это очень-очень полезный навык для потом полетов в бейсе, потому что там очень важно контролировать свою высоту, контролировать свою скорость, да. Я хочу там в следующем году попробовать, например, те же самые переходы на спину уже в бейсе, но я сейчас не рискую это делать, потому что я могу потерять высоту, вот, я могу как-то так меня там кувырнуть, да, и там это фатально, а здесь нет. Вот, поэтому это как раз вот скайдайв, это дисциплина, где можно безопасно и достаточно хорошо научиться вещам, которые ты потом будешь делать там, где это критично. Сейчас мы поставили план, то есть решили, что мы будем делать, договорились, порядок отделения, детали. И сейчас мы ждем, еще через 10 минут перед выпуском мы все наденем вестюты и еще раз сделаем то же самое, уже в полном снаряжении, чтобы видеть цвета и чтобы была привычная картинка в следующий раз. Да, ну сейчас просто мы то же самое повторили, чтобы уже в костюмах, чтобы помнить, еще раз посмотреть цвета, кто будет на каком месте, вот, порядок отделения, план, как бы, чтобы, опять же, в голове были мысли. И потом, когда уже разбежка, то есть все отходят, мы остаемся вдвоем, и мы еще сделаем два перехода, попробуем вот переход на спину и на живот назад, проворот. Вот, так что должно быть красиво. Ясно, еще будет с колоночкой летать. С музыкой. Угу.
Очень красивый прыжок, на самом деле. Ну, хороший полет. То есть достаточно все собрались. Я был достаточно наверху, поэтому я всех видел. Вот. Пролетели. И потом в конце даже у нас получился двойной разворот. Немножко непривычный паттерн из-за ветра. То есть он дует поперек, поэтому надо заходить. И картинка не очень привычная. Вот. И посадки достаточно медленные против ветра. Такие спокойные. И музыка играет, и поверх пищит высота. Очень удобно и как-то так всю атмосферу создает. Потому что, да, самое сложное в этих полетах — это как бы расслабиться и вот как бы такие мелкие-мелкие движения, спокойно, не торопиться. Вот, и в этом плане музыка, она даже повышает, в общем-то, качество и контроль. Можно быстро перекусить и идти дальше прыгать, пока еще светлое время. Пару прыжков успеем сделать. Смотри, что Одна из вещей, которые я всегда делаю в путешествиях, это выбираю мороженое, которые вот именно специфические для данной страны или для данной местности. И везде есть какие-то особенные, которые вот бывают только там. Вот. Ну вот тут что-то с арбузом есть, ну и просто как бы пломбир он вкусный. Вот, то есть в Индии есть какие-то, знаешь, мороженое с пряностями, то есть там есть кульфи, есть там всякие разные. В Японии очень много со всяким зеленым чаем. Вот, там было мороженое там с красным вином и так далее. То есть каждый раз, когда куда-то приезжаешь, есть вот что-то такое интересное, экзотическое. Вот, и это одна из таких вот деталей путешествия. Ужин из 3 блюд, да? Первое, второе и компот. И городок в Японии, где было мороженое со вкусом чернил каракатицы. То есть оно было такое черное и очень было необычный какой-то кремовый вкус. Потом там же я в каком-то магазине нашел мороженое со вкусом красного вина, причем там даже был алкоголь. Что как бы это сразу открыло новые горизонты вообще в возможностях. Еще там какой-то был городок, где они добывали золото, и у них было их главное фирменное мороженое, они его покрывали таким тонким-тонким листом съедобного золота именно, то есть можно было, то есть вкус оно не добавляло, но чисто вот как бы к опыту, чуть на арбуз. Да, то есть это типа как компот, но на самом деле он по эффекту чисто как кофе получается. И, кстати, вот в путешествиях этот термос, он всегда со мной. И это достаточно универсальная вещь, потому что, как бы, во-первых, у него широкая горлышко, то есть это как бы у меня и стакан, и чашка, вот, и на самом деле барабан. То есть, когда я где-нибудь там в Индии или еще где-нибудь по вечерам там на закате на океане устраивают drum circle, то есть, когда вот просто собираются перкуссионисты, да, и там они просто начинают там стучать на закате, вот, этот термос, он очень здорово звучит, вот, то есть, у него есть одна поверхность, вторая и вот эта вот третья более глухая. И в принципе можно как бы даже его там поставить вот так с двумя крышками. Вот, и у тебя получается полная установка. И он достаточно звонкий, поэтому очень хорошо подходит к остальным. Вообще метро, конечно, очень интересная вещь. В каждой стране, в каждом городе есть свое, и они какие-то особенные. Вот. Но в Москве это вообще очень-очень обширная, удивительная сеть станций, которые были все, большинство построены совершенно в другую эпоху. Вот. И чувствуется просто дух того времени. Очень часто в разных странах начинаешь на какие-то повседневные вещи смотреть под разными углами. Ну, во-первых, потому что ты как бы, у тебя не замылен взгляд, потому что ты это сравниваешь с какими-то с теми же привычными вещами у себя дома. Можно даже посмотреть на станции, вот Площадь Революции, да, на какой-то такой подземный храм вообще языческий, где там стоят статуи. Наверное, это самое популярное
затерто, и периодически появляются большие группы туристов, которые здесь фотографируются. Приходят бизнесмены, влюбленные, студенты, и вот эти аналогии достаточно интересно просто смотреть. Да, там, например, есть статуя пограничника с собакой, которая может символизировать просто преодоление каких-то трудностей и границ. Если надо какие-то преодолеть преграды, если надо куда-то куда-то добраться, то надо, в общем, задобрить стража, да, потереть нос собаке. Вот. И очень много есть параллелей тоже с разными религиями. То есть это и Анубис в Египте, и древние там волки Одина. Там есть сигнальчик, который можно символизировать донести свою идею или там настроить какую-то связь. Да, кстати, там есть статуя парашютистки. Видно, что она не очень затертая, да, потому что, как бы, парашютистов мало. И можно начать новую традицию. Есть пожелание, которое говорится, это чистого рабочего мягких, чистого неба, рабочего купола и мягких посадок. И тут видно, что вот рабочего купола это значит можно строго потереть, да, будет, и мягких посадок, как бы ботинок. Ну все, а теперь в небо. Кстати, это вот самый мой напарник в путешествиях, Тоторо. Я его беру в самые интересные свои прыжки. То есть он был на первом моем Wingsuit бейсе, на экзамене на Wingsuit инструктора. Вот, и просто какие-нибудь эти самые формации. Вот, ну такой прикол небольшой. Сейчас я его тоже с собой вместе полетаем. Во многих областях человеческой жизни, особенно в таких экстремальных вещах, как прыжки с парашютом или особенно бейс, да, достаточно много каких-то так суеверий и традиций. Вот, то есть, например, там никогда не говоришь последний прыжок, говоришь крайний, или там многие вещи ты говоришь там крайние вещи. Перед самим прыжком в бейсе ты говоришь там увидимся, вот, чтобы тоже там этого не было. И лично для меня там, даже если я серьезно в это не верю, вот, как бы ты это делаешь не потому, что ты думаешь, что там что-то будет такое потом происходить, а для того, чтобы себя как-то успокоить, для того, чтобы комфортно чувствовать. То есть, ну, тот же самый пример, что я когда ухожу на работу, я там запираю дверь домашнюю не потому, чтобы кто-то не влез, потому что если кто-то захочет, он все равно влезет, а чтобы весь день я про это не думал. И то же самое, какие-то ты придумал традицию, что вот, ну, если я вот это вот сделаю, то все будет хорошо. Если я вот что-то такое там по дереву постучу, то, значит, все будет нормально. И это совершенно не важно, так это или нет. Важно, что после этого я успокаиваюсь, и уже это меня не отвлекает. Вот, ну, как бы, то есть я не очень серьезно к этому отношусь, то есть не то, что я в это там прямо верю, да, но это просто такой настрой и, ну, как бы немножко такая игра, вот, в реальность. Да, опять немного хаотично летали, уже ближе. Уже мы типа один поворот сделали, да? Вот. И ты пролетел мимо, здорово. Это сейчас посмотрим. Это было ближе. Ну как бы, все спаслись, поэтому это было круто. Все, сейчас будем смотреть. Да,
Да, и у пружчистов есть традиция, если отцепка, если какая-нибудь лицензия, если юбилейный прыжок, то проставляются либо лимонадом, либо мороженым на друзоне, потому что как бы, ну, там алкоголя нет. Но у нас товарищ вчера отцепился и решил проставиться пивом. Вот, поэтому это сейчас в конце дня, просто позвали к ресторану, и сейчас народ подойдет. В общем, прыжки закончены, начинаем отдыхать. В конце, наконец-то, можно расслабиться. Тот, кто попал в аварийную ситуацию под куполом, а именно какая-то произошла неисправность, он производит отцепку, то есть основной купол отлетает, и ты летишь на резервном, на запасном. И вот в этом случае, это не часто бывает, это аварийная ситуация, в этом случае виновник события выставляет ящик пива и приглашает всех для его потребления. Йоу! Купол работал нестандартно, купол начал раскручиваться, пошла центробежная сила, и это привело к дичайшему вращению как меня, так и купола. Пришлось этот купол нерабочий отцепить, сбросить и включить резервный. Это была вот такая аварийная ситуация. Возникает по разным причинам. В данном случае это была кривая поза на открытии. Если открывается, и там, допустим, переплетение строп, то есть, в принципе, это достаточно часто бывает, потому что у тебя может быть несимметричное положение тела, или какой-нибудь ты там кидаешь эту вот медузу, она там с путку попадает. Но обычно ты можешь пинать и как бы из него выкручиваться. Но если это не получается, допустим, если он пошел в сторону, ты начинаешь вокруг него вращаться, то ты очень быстро теряешь высоту, вот, и тогда как бы, ну, просто гораздо безопаснее отцепиться, вот открывается запаска и на ней приземляешься. А потом главное увидеть, куда твой основной купол упал, чтобы потом приехать туда там на машине или пешком прийти собрать. Вот. У меня 3 отцепки. Первая это была, значит, где-то на 250-м прыжке, когда мне прицепили демо-купол, но его прицепили, ну, не совсем правильно, и, то есть он как бы летел правильно ровно, но управлять я им не мог, поэтому я его отцепил. И 2 следующих, когда начинаешь летать на вингсюте, потому что, опять же, это дополнительная сложность, там при открытии у тебя, во-первых, есть горизонтальная скорость вперед, и у тебя гораздо повышенная подверженность к несимметричному положению тела, поэтому если когда он открывается, если тебя немножко перекошено, если когда ты летишь вперед, он начинает закручиваться, и если у тебя не хватает высоты, если он продолжает закручиваться, и при этом ты связан там крыльями, да, то повышенная вероятность отцепки. Йоу, go! Прыжки зависают. Ready, set, go! Тоже такая интересная тема, когда я приезжаю в новую страну, вот, отсюда из рюкзака, из внешнего я там достаю, какой мне надо паспорт, какой мне надо валюту, и у меня такой набор шпиона, знаешь, когда можно взять там какие-то местные деньги, местные документы, поменял их вот в кармане, значит, все обновил, готов. Паспорт, права, обязательно международные. Те же самые штаны, то есть... Изначально это были просто вот удобные широкие брюки, но с путешествиями они обрастают историей, они обрастают карманами. Вот, то есть я, например, там в Румынии, когда мы прыгали с трубы, это уже были сумерки, было темно, я там приземлился в этих самых наколенниках на камне, там порвал себе колено вот здесь. Вот, оно, значит, вшито, заштопано, там с других штанов пришил карман. То есть теперь у меня есть вот такой специальный там вот под компьютер, там, под что угодно можно сделать. Второй специально с боковым вот этим вот, то есть здесь можно вот там, вот. И причем они пришиты на специальном расстоянии, то есть между как раз коленами и бедрами, потому что если на мне система надета, то есть я поднялся на горы, я буду прыгать, вот, то при этом эти карманы остаются доступными, я могу в них спрятать стэшбэк, я в них спрятать какие-то ненужные свои вещи, вот. Это, значит, во Вьетнаме там в меня въехал местный фермер, я там через него кувырнулся, тоже, значит, это пришили такой T-Pocket. Вот. Тут такая игра слов, да, то есть он как буква Т, ну и в частности там вот, я не знаю, чай ношу. Вот, можно опять же всегда сделать себе новый. Вот. Тут что-то такое тоже там порвалось, специальный карман для тявочки. В принципе, когда я путешествую, у меня же здесь же есть какие-то запасные резиночки, и с собой же ношу изоленту, которую использую вместо тейлгейта. И тут кажется, что он весь распорот, на самом деле там вшиты такие тоже черные тонкие штаны, вот, потому что самое главное, что когда ты их надеваешь, чтобы ты ногами не цеплял вот это все изнутри. И карманы обычные у штанов, они внутри
карманов тех внутренних, поэтому даже если они порвутся, у меня там есть потайные как бы внешние, куда оно все провалится, то есть это все безопасно. Да, нашивка это тоже такая как бы парашютная тема, но это самодельная просто на станке. Чип энд Дейл, слабоумие и отвага. Это практически, в общем, девиз всех бейсеров. Ну и, в общем, все. То есть, как бы для путешествий все, что есть, оно, то есть в этой сумке, по карманам, по здесь, да, и больше ничего не надо. Одна из вещей, которые я не делал раньше, это полеты, вот там маленькая формация, может быть, буквально там 2-3 человека, именно в полете на спине. То есть я как бы летал сам, я знаю, что я могу стабильно держаться, но я не сильно понимаю свой угол, свою скорость, свое положение, да, и с другим человеком ты учишься, опять же, то есть приравнивать вот эти все параметры, чтобы лететь вместе, чтобы лететь параллельно. Вот. Но тут как бы уже нужен навык полета сольный, чтобы вы друг от друга не падали, не разлетались. Вот. И я вот сейчас как бы над этим работаю, в частности. Если мы что-то делаем новое, если что-то мы меняем, то у нас идет сперва постановка прыжка. То есть мы все одеваем винги, выходим сюда на газон, вот, и строим вот, допустим, какую-то формацию, чтобы каждый запомнил цвета, то есть кто у него будет по соседству, как это будет выглядеть. Вот, то есть строим прыжок. То есть у тебя в итоге план, который ты потом продумываешь. Ага, значит, я отделяюсь допустим, из вертолета, да, там, как я это делаю. Вот, потому что тоже там вертолетом позволяет делать какие-то более интересные вещи. Когда, допустим, я стою, я кувыркаюсь через голову, я ложусь на спину, я вижу вертолет, я вижу остальных. Вот, тоже какие-то новые для меня вещи. Если ты это делаешь просто так, ты можешь там делать с разворотом, также смотреть, то есть какие-то вот отделения. Потом ты работаешь, либо ты летишь в формации, либо что-то. Да, здесь сперва, когда у нас, допустим, 10 минут до прыжка, там даже как ты не совсем, может быть, готов психологически, то есть надо, главное, просто одеться, застегнуться, там все проверить, кучу мелочей, то есть что у тебя там медуза ты достаешь, что у тебя грудная, что у тебя вот ножные есть, что у тебя вот это есть, что у тебя камера есть, что у тебя процесс включен, куча мелких деталей, там вот проводок, наушники, это сюда, перчатки там не потерять, шлем держать, все. Потом ты садишься в вертолет, и пока он набирает высоту, у тебя вот есть 15 минут, как раз когда можно там, допустим, закрыть глаза и там визуализировать прыжок, вот, войти в эту самую, то есть мне еще помогает какой-нибудь сет ставлю музыкальный, который вот он такой вот настроит, как вот не знаю, как вот когда фоном идет музыка, не знаю, в фильмах или в чем, вот ты себя чувствуешь, как будто ты вот, не в жизни, да, а в каком-то вот, я не знаю, вот в фильме.
это было весело, конечно. То есть в этот раз я был ближе. Вот, мы подошли, ну как бы немножко все было более сплоченно. И на отделении у нас был прикольный этот самый, я не знаю, вираж. Да, очень-очень здорово. Еще эти облака. То есть когда мы выходили, там было очень здорово, очень красиво. Ну, одна из вещей, которыми я увлекаюсь сейчас, это крутить огонь. Вот, то есть первый раз я это увидел на Burning Man, где была просто там концентрация действительно вот этого, это было очень здорово и очень масштабно. И теперь я вот вожу с собой вот эти вот огненные штуки, потому что это очень удобно. Они не занимают место, и всегда, когда есть какое-нибудь там свободное время немножко, или когда просто настроение, вот, это такая, можно сказать, медитация. 5 лет назад, первый раз, когда я поехал на Burning Man, вот, где, собственно, вот это все и началось. То есть у тебя такой экзистенциально у тебя срывает мозг, да, и... Есть какое-то такое мнение, что это очень большой музыкальный фестиваль, да? Вот, на самом деле это просто такой город-утопия какой-то вот такой, да, который вот он возникает из ниоткуда в этом самом, там вот в этой пустыне на месяц, вот, ну как бы сам фестиваль длится 10 дней, и потом он, значит, исчезает. Идея в том, что, то есть там совершенно огромно, то есть там 70 тысяч человек приезжает. И понятно, что там очень много там музыки и всяких там огней, вот это вот всего. Но при этом там огромное количество там всяких там семинаров, воркшопов, то есть там можно все, что тебе интересно, там какая-то медитация, какая-то йога, какие-то эзотерические семинары, там такие семинары всякие. Вот. И главная идея, что ты вот просто приезжаешь туда, и там нету денег. То есть там все как бы такое, все в да, то есть там надо все с собой привозить. Там у тебя все твои маски, которые ты носишь, все какие твой статус в жизни, да, вот он весь из тебя искусственно удаляется. То есть у меня такая-то профессия, у меня такой-то статус, у меня такая-то машина, у меня там семья, у меня дом. То есть там этого всего нет. И ты оказываешься просто вот сам по себе вот и как-то начинаешь смотреть, типа, а вообще что это такое, что мне интересно. Многие вещи, которые тебе недоступны в обычной жизни, тут они вот просто пожалуйста, да, то есть там все, что хочешь. Вот. И после этого у тебя какая-то такая даже на подсознательном уровне происходит переоценка просто вот твоей жизни, то есть вот то, чем ты занимаешься, а зачем я это делаю? В каком-то плане это тоже есть, это похоже и на прыжки, и на бейсджампинг, когда вот именно ты находишься в моменте и отключаешься как-то от внешнего мира и погружаешься в какое-то другое пространство. Вот, особенно это очень здорово делать там под музыку. И я на самом деле только учусь, я знаю какие-то движения, я еще не дошел до вот этого вот свободной импровизации и потока. И это тоже такая вещь, как бы, которая ты это используешь как повод для того, чтобы
как бы соединиться со своим, как бы, вот, чтобы чувствовать музыку, чтобы вот двигаться как-то так вот, отстраняясь от внешнего мира, именно просто вот погружаясь вот в эту какую-то магию вот света и движения и вот этих вот как бы переходов, это просто ну, такая как медитация очень, очень полезная. И ну, это очень, очень как бы красиво. Учишься контролировать плоскости, да, то есть вот они у тебя движутся в одной плоскости, то есть я могу поворачиваться в сторону, но я сохраняю движение. Вот, потом пытаешься делать вот так вот накрест одним, потом вторым, потом постепенно, потом ты можешь делать одновременно, потом чуть более усложнить, потом можно переходить и делать назад. То есть каждый следующий этап, это там может быть там, день тренировки, 2 дня, или там сколько получается. Вот, потом можно через верх переходить вниз. Через верх. И получается колесо вот такое вот. Можно удалять руки ближе, дальше. Получается вот такая вот бодит рейсер. Потом следующий уровень, это если я кручу не вокруг центра, да, а вокруг какой-то центральной точки. И это получается такая вот иллюзия. Это, кстати, вот это самое интересное, вот эти движения, когда делаешь какие-то вот вещи именно вот более расслабленные, там гораздо более такой баланс. Еще можно, то есть потом постепенно вот такие вот вещи делать. Огонь — это своя отдельная стихия, с которой ты знакомишься потихоньку, вот, дружишь, и потом у тебя появляются вот эти вот особые моменты вне времени и пространства. Особенно, как бы, да, то есть с правильным, как в прыжках, то есть как бы в правильном состоянии, с правильной музыкой, это очень красиво и здорово. На следующий прыжок мы, ну, после разбора мы поняли, что, во-первых, народ отделялся недостаточно плотно друг за другом, то есть мы пытаемся побыстрее, поплотнее это выехать, быстрее собрать формацию. Если мы собраны, то мы, может быть, как бы немножко сделаем повороты. И потом, перед разбежкой, вот, мы попробуем такую вещь. В общем, тоже как бы я не видел, что кто-то делал. Вот, просто, то есть он ко мне вспухнет, да, и мы сделаем родео. То есть я буду на нем верхом сидеть, вот, и мы так пролетим. Вот, ну, как бы, должно быть просто очень весело и прикольно. Да, мне сейчас надо еще успеть уложиться, потому что, ну, как бы, скоро станет темнеть, и надо успеть на этот закатный прыжок. Да, то есть сейчас у нас будет закатный прыжок, и, в принципе, как бы, как обычно это устроено, то есть целый день ты нарабатываешь какие-то навыки, тренируешься, вот, работаешь над своим мастерством, и под конец вообще все немножко уставшие, немножко уже более расслабленные, уже темп как бы избавляется, и как бы закатный прыжок — это именно вот такой, когда уже можно расслабиться, и действительно, то есть там обычно очень красивые облака, очень свет правильный, и строим какую-нибудь именно формацию, чтобы просто уже там можно там и музыку поставить, и уже какая-то такая появляется, в общем, настроение более какое-то, не знаю, ну, чуть ли не там праздничное, вот, когда ты уже просто исполняешь то, что ты умеешь, закрепляешь и как-то уже просто, ну, чисто для удовольствия, вот, в первую очередь. Ну что, мы сейчас только что поставили прыжок, вот, мы собираем формацию, неизвестно, будем ли прыгать еще, поэтому, как бы, может быть, это и будет именно закатной формацией. И, собственно, мы будем делать, во-первых, это просто, как бы, будет красивый, более так расслабленный, спокойный прыжок под конец дня, да. И вот этот прыжок, он будет совмещать, в общем-то, все навыки, которые люди получили за эти несколько дней. То есть это будет и полет большой формацией, и вертикальные слоты, то есть и сверху, и снизу, и пролеты на спине, переходы. Вот. Ну и если получится, я постараюсь еще устроить небольшой сюрприз. Вторая двухбортовка собирается в ход Песта на разбор. Ну, вот прыжок на закате, который мы делаем, вот это какая-то большая формация. То есть, с одной стороны, это уже
больше акцент не на то, что мы чему-то учимся, да, а то, что мы, грубо говоря, показываем, что мы умеем, мы наслаждаемся видами, вот, красками, и уже там что-то такое получается. С другой стороны, это вот там первые 2 дня мы летаем формацию, мы учимся, как подходить, как держать свой слот, как контролировать, выравнивать скорость, положение и так далее. Вот нам больше и больше людей, они присоединяются, потому что они уже могут держаться, да. Потом ты учишься, например, аэробатику делать, то есть как делать какие-то переходы, делать на спину, вот, там, на живот, пролеты. И закатный прыжок — это как бы такая, вот, ну, не то, что... То есть это вот совокупность всего, что ты уже знаешь и умеешь. То есть, во-первых, мы собираем информацию, кто уже более комфортно, он может там добавить вертикальные слоты, то есть, допустим, на спине висеть, сверху, вот у меня был вертикальный слот, да, и потом под конец мы делаем переходы, то есть, грубо говоря, все, чему ты уже научился, вот это вот все вместе, оно собирается вот в один большой красивый полет. Все очень здорово получилось. То есть все подошли реально как бы действительно очень удачно. Вот. И никто не проваливался, и видно было всех. И очень было красиво. Вот. Просто действительно большое удовольствие получил. Все-таки не зря мы все эти дни тренировались, то есть оно уже как-то движется более предсказуемо и уверенно, то есть и подход, и держать свой слот. Вот, это все было здорово, это все было хорошо, то есть я действительно держал направление. На разбежке в этот раз у нас наконец-то получился переворот, и это было очень круто. То есть новое ощущение, когда ты вдвоем, ты синхронно, ты переходишь вот это вот на спину и потом обратно на живот, этот переворот, причем ты видишь еще формацию всю, когда себя крутит. Вот, и когда у тебя наконец получилось, это такой действительно был эмоциональный подъем, это легкость, это улыбка. Вот, и после этого как бы это уже чистое было хулиганство, когда я, значит, сел наверное, верхом, да, и мы, значит, вдвоем вот так вот еще пролетели какое-то время перед собственно, открытием. Это именно вот тот самый вот момент, когда ты находишься вот in the flow, да, когда и все сходится вместе, когда и эмоциональный подъем, и фан, и вот это вот как бы такой какой-то хулиганский настрой, и при этом ты видишь и закат, и ты видишь всех друзей вокруг. Это, в общем, то, ради чего ты прыгаешь, ради чего ты тренируешься, и то, о чем, собственно, весь парашютный спорт, то, о чем вся жизнь. Если ты никогда не испытывал этого, то прыжок с парашютом — это один из ярких и прямых способов действительно почувствовать себя живым, почувствовать себя счастливым.